Добрый день, друзья! С вами за кадром Станислав, эксперт по электротранспорту магазина Гироскутер Shop. В этом видеообзоре мы хотим вам показать и продемонстрировать распаковку и модель новую от компании Xiaomi Mijo Pro. Сейчас мы вам распакуем, покажем, какая комплектация, как он выглядит, и далее сделаем небольшое сравнение от предыдущей версии 365 и чем отличается Pro версия. Поехали. Открываем коробку, посмотрим, что у нас внутри. Напомню, на видеообзоре электросамокат Xiaomi Pro версия, китайской версии. Здесь стоит надпись Pro. По коробкам, в принципе, она выглядит практически так же, как и предыдущая версия. Здесь небольшая инструкция идет в картинках, как на старой версии. Здесь уже при открытии коробки мы видим совсем другую упаковку. То есть, если на предыдущей версии у нас к Xiaomi 365 были коробки, где располагался непосредственно руль, а переднее колесо закрывало заднее, то здесь у нас уже плотный пенопласт идет, достаточно очень плотный. То есть, в принципе, при транспортировке никаких зацепок там или каких-то поломок не должно быть. Поэтому здесь в плане упаковки компания Xiaomi подошла еще серьезнее. Давайте достанем, посмотрим, что еще у нас здесь есть. Здесь у нас идет мануал. Так как у нас идет китайская версия, она, соответственно, представляется только для китайского рынка, то мануал идет весь на китайском языке. Сразу, кстати, хочу обратить внимание, это, конечно, мелочь, да, но для тех людей, которые, в принципе, самокаты любят и любят, соответственно, все тонкости, то хочу обратить внимание, что здесь уже Pro версии переднее колесо, оно получается с вилкой передней, да, оно защищено дополнительным вакуумным таким пакетом, да, то есть, в принципе, что с точки зрения транспортировки, какие-то царапины маленькие, да, там притертости, они уже сводятся практически к нулю. Также здесь стоит у нас дополнительная пенопластовая вкладка, потому что на некоторых старых версиях при поставке из Китая здесь притиралось, да, то есть бывали царапины появлялись. Сейчас они ставят вкладку такую, то есть, в принципе, мелочь, но приятно. Если, как вы, друзья, вы помните, раньше руль был в коробке укомплектован, да, то есть, а сейчас он у нас уже в пенопласте. Достаем. Да, кстати, на заднем, получается, колесе тоже, в принципе, идет такой пакет, что защищает также дополнительно заднее крыло от царапин при транспортировке. То есть, получается, у нас переднее закрыто и второе. Ну, повторюсь, это такая небольшая вроде, да, там мелочь такая, но она все равно дополнительно защищает при транспортировке. Так, мы достали самокат из коробки. В комплектации у нас идет стандартный ключ, который шел в предыдущей версии, 5 болтов для руля с одним запасным мануалом на китайском языке, переходник для подкачивания колеса стандартный Xiaomi и зарядное устройство. Но здесь у нас, получается, вилка идет китайская, поэтому так как это китайская версия, здесь нужен нам будет с вами переходник для того, чтобы пользоваться нашей российской розеткой. Сейчас мы закрепляем руль. Руль крепится таким же образом, как и в первой версии Xiaomi 365 на 4 болта, 2 болта сзади и 2 болта спереди. И вот, друзья, сейчас перед вами два самоката. Старый наш добрый друг 365 Xiaomi и Xiaomi Pro. Сейчас мы будем сравнивать вместе с вами, в чем у них визуальное отличие, в чем у них отличие по техническим характеристикам. Давайте начнем с руля. С грипс. На Xiaomi 365 у нас старые грипсы, удобные, но если сравнить с Pro версией, то, во-первых, у Pro версии они цвета черного. Если говорить о пупырышках, которые здесь есть на рукоятках, их количество стало меньше, чем на старом 365. И при этом, честно вам скажу, если вот взять в руку, да, грипсу, то на новой версии он намного приятней и намного комфортнее. Компания Xiaomi, получается, изменила у нас с вами курок газа немножко, то есть сделала акцент на курок красного цвета. Как мы с вами видим, также изменен звонок, то есть на Pro версии он сделан такого черного цвета, визуально стало посимпатичней, нежели, скажем так, серебристого цвета Silver на старом 365. И, в принципе, хвостик звонка здесь немножко изменен по сравнению со старой версией. А так, в принципе, звонки, они
формат такого же фасона, как и предыдущей версии, с небольшими доработками. Самое главное, это, конечно же, бортовой компьютер. Давайте включим. А что мы видим на старой версии? На старой версии, доброй версии 365, как мы с вами помним, стоят 4 индикации. Это 4 лампочки заряда аккумулятора показывает, да, то есть если мы нажмем 2 раза, включится экорежим, загорится внизу зеленая лампочка. И если мы нажмем 1 раз, загорится фара. Все, больше мы на этом дисплее, на старом, ничего не видим. Если говорить о дисплее уже бортовом компьютере Xiaomi Pro версия, то здесь мы с вами видим уже спидометр. То есть он в цифрах вам будет показывать ту скорость, на которой вы едете. Дальше есть несколько видов режимов вашей поездки. Эко-режим, то есть на этом режиме мы с вами, как и в старой версии, получается, проедем дистанцию больше, но скорость она будет меньше. Драйв и спорт. Здесь мы с вами видим индикацию шкалы зарядного устройства, то есть шкала состоит из 5 режимов. То есть здесь мы видим, что сейчас заряжен на 4, то есть он заряжен на 80%. А сейчас давайте попробуем с вами посмотрим, как самокат разгоняется на холостом ходу в 3 режимах: эко, драйв и спорт. Начнем с эко по порядку. Как вы помните, на 365, что и в принципе в Pro версии, для того, чтобы самокат поехал, нужно немножко оттолкнуться. Поэтому мы сейчас, в принципе, попробуем такой же сделать. Так, на эко-режиме у нас разгоняется с вами порядка 16-17 км в час. На драйве он разгоняется у нас с вами 21 км, 21-22. И на спорт режиме он у нас с вами разгоняется 27 км в час. То есть это, повторюсь, на холостом ходу. Здесь у нас рукоятка тормоза, ручного электронного тормоза, осталась такая же, как она и была на старой версии 365. То есть это осталось у нас без изменений. Изменились также габариты электросамоката Xiaomi Pro, в принципе, по высоте, как вы видите. То есть 365 от Pro версии отличается, в принципе, не сказать, что глобально, но, в принципе, отличия есть и приличные. Если говорить о длине самоката, то мы сейчас попробуем на камеру это продемонстрировать, что Pro версия, он и подлиннее стал, нежели 365. То есть, если вы обратите внимание, там по заднему крылу, да, то есть по переднему колесу, то он стал незначительно, но длиннее. С одной стороны, это хорошо, то что стала дека больше, то есть удобнее стало. Но с другой стороны, конечно, это не очень с точки зрения габаритов. Но все покажет время. Безусловно, то есть с точки зрения эксплуатации все это покажет только время. Друзья, если мы сейчас с вами обратим внимание на мотор колес, то мы видим, что в принципе визуально, да, то есть он особенно ничем не отличается. Но в Pro версии у нас с вами идет красный ободок на диске. То есть такое своеобразное отличие от старой версии, да? Что касаемо самого мотор-колеса. Мотор-колесо, конечно, оно изменилось, оно стало немного помощнее, чем предыдущая версия. То есть, если мы с вами говорим о старой версии, как вы помните, друзья, номинальная мощность была 250 Вт, а пиковая 500, то на Pro версии здесь у нас с вами идет уже 300 Вт номинальной и 600 максимально выдаваемая пиковая мощность. Если вы обратите внимание на мотор-колесо, вот на Pro версии указано здесь вольтаж и мощность мотор-колеса, 36В, 300 мощность мотор-колеса и, соответственно, серийный номер самоката с QR-кодом. Если сравним со старой версией 365-го Midge, то здесь мы видим с вами тоже 36 и мощность 250. И также серийный номер с QR-кодом на мотор-колесе. Итак, друзья, измерили мы габариты самоката. Он сейчас перед вашими глазами. Клиренс самоката составляет 8,5 см. Это от земли до планки, которая закрывает аккумуляторный отсек. Высота в собранном виде состояния составляет 118 см. Длина самоката 110 см. Дека длина составляет 62 см. Полезная площадь деки 46 см.
ширина деки 15 сантиметров и высота от деки до руля, до конца руля 98 сантиметров. Что касаемо дистанции запас хода, у 365 старой версии у нас 30 километров дистанция, у нового уже до 45 километров расстояние. Максимальная скорость у них одинакова, до 25 км в час. Если говорить о весе, вес, конечно, изменился, потому что изменился также и увеличился сам самокат Pro версии, как и емкость его аккумулятора. И у 365 вес 12,5 кг, у Pro версии 14,2 кг. То есть разница получается на 1,7 кг. И, конечно же, емкость аккумулятора. На старой версии у нас с вами 7,8, у 365 емкость аккумулятора 7,8 ампер-часов, на Pro версии 12,8 ампер-часов. Также, что бросается в глаза, это немножко изменений по складному механизму. Сразу скажу, что касаемо язычка вот этого, да, который складной механизм со времени появления люфта, у них, в принципе, здесь ничего особо не изменилось, все осталось точно так же, как и на старой версии 365. Единственное, что здесь изменился, это размер этого язычка крепежного элемента. То есть он стал на Pro версии, он стал больше. То есть он стал больше и удобнее, да. На старом добром 365 он короткий, покороче, да, то есть и немножко неудобнее. У некоторых клиентов, если он сильно зажимался, да, то есть неудобно было его оттянуть. Здесь же на Pro версии, если обратить внимание, уже и изгиб больше идет, да, то есть его проще оттолкнуть, чтобы сложить самокат. В плане складного механизма все осталось точно так же, поэтому никакого здесь изменения нету. Посмотрим, конечно, дальше при эксплуатации, будем делать тест-драйвы, смотреть во время эксплуатации, со временем, что у нас будет показывать, если появляется ли люфт или нет, но учитывая того, что складной механизм не изменен, наверное, скорее всего, тоже те же самые моменты остались. Покрышек, да, которые делают для старой версии, для новой версии, они совершенно одинаковые. Мы сравнили, то есть все характеристики одинаковые, но тем не менее вот плотность по ощущениям намного как-то интереснее. Как вы помните, друзья, что у 365 одна из проблем была, это если мы не держим определенное атмосферное давление в покрышках, да, то есть в колесах, то покрышка начинает жевать камеру с внутренней стороны, что приводило просто в негодность эту камеру, и вам требовалось покупать новую камеру, менять. Это время, это неудобство. Как и на Pro версии, пока производитель нам не ответил, хотя мы ему задали этот вопрос, пока ответа нету, да, то есть, но тем не менее, по ощущениям покрышка стала плотнее, это вот прям чувствуется. Состав как будто бы немножко он изменился с самой покрышки. И если вы обратите, хотя, повторюсь, производитель покрышек, да, один и тот же, то есть совершенно один и тот же, одна и та же покрышка, что здесь производитель, что здесь. Поэтому, скорее всего, может быть, компания Xiaomi, производитель по покрышкам, обратила, может быть, внимание на то, чтобы вот эту проблему убрать. Но опять же, друзья, это покажет только время, это покажет только эксплуатация, времена, и только после этого можно точно сказать, убрана эта болячка или нет. Но еще раз хочу обратить внимание, если вы обратите на старый добрый 365, то у них, видите, да, здесь идет такой грубый, как шов пополам, по центру идет такой, то на Pro версии этого нету. Теперь хотелось бы обратить ваше внимание также, это на деку, потому что дека у нас изменилась, она, как я вам говорил, по длине, это само собой, да, то есть по ширине мы поговорить, мы с вами сказали, но и по покрытию, по расцветке. То есть само покрытие, оно осталось таким же рифленым, красивым, да, то есть и удобным с точки зрения, что ваша нога не соскользнет. Но при этом, мне кажется, на Pro версии он стал такой более такой агрессивный, интересный, такой в расцветке, такой Black Edition. Также хотелось бы обратить ваше внимание на серийный номер, который у нас располагается все там же, как и у 365-го старого доброго. Здесь вот около зарядного устройства, где находится у нас, располагается серийный номер самоката. Вход в гнездо остался таким же и находится совершенно там же, как и на старом 365-м.
Тормозная система сама по себе, она у обоих самокатов осталась прежней. Единственное, что у Pro версии отличается уже тормозной диск. То есть, если мы говорим о старом 365, то здесь у нас идет 110 мм тормозной диск. И видите, да, то есть рисунок его, то на Pro версии уже идет тормозной диск 120 мм. И сама система торможения, она получше уже идет, как заявляет производитель. Ну так, небольшой, друзья, тест-драйв 365 против Pro версии. Конечно, в сухую погоду и в летнюю намного интереснее и комфортнее делать такие тест-драйвы. Но, тем не менее, постараюсь вам показать все на деле, как оно есть. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Дальше будет новые видео, более интересные и новинки в том числе. Так, друзья, сейчас мы хотим вам показать мобильное приложение. Не стали разбирать этот самокат, Pro версию, да, то есть показ какой аккумулятор, то есть там реально стоит 12,8. До этого, потому что мы предыдущие разбирали самокат, смотрели все это дело, да, то есть на видео, к сожалению, у нас не получилось показать, но тем не менее. Сейчас зайдем в приложение, как вы помните, работает с приложением Mi Home. Скачивайте его, заходите в него, здесь вы видите всевозможные настройки, как и круиз-контроль, вы можете видеть текущие режимы, да, менять их, также обновлять версии. Давайте зайдем, посмотрим как раз, что нам нужно. Так, здесь у нас шрифт, вот вы знаете, кто работает с приложением Xiaomi, что у них сейчас такой шрифт. Так, степень рекуперации низкая, можно менять здесь, ну понятно, низкая, средняя, высокая. Так, изменить пароль устройства, это нам не нужно. Сброс до заводских настроек нам не нужно. Основные сведения, это нам нужно как раз. Здесь мы видим версия, какая сейчас стоит. Версия встроенного программного обеспечения 1.55. Серийный номер. Так, заходим. Серийный номер нам... Так, нет. Сведения о батарее, вот нам что нужно. Заряд батареи сейчас у нас 9,6. Осталось 75%. Напряжение 38 В, подача тока, дата изготовления, мы тут, кстати, с вами видим тоже 29 декабря 2018 года, ну и, соответственно, к нам в Россию приехал относительно вот недавно. И видим номинальная емкость аккумулятора 12 800 мАч. То есть вы видите, что здесь 12,8 приложение, оно показывает, да, то есть в принципе компания Xiaomi, да, то есть это понятно, да, что китаец, но это, скажем так, фабричный китаец, и достаточно серьезная компания, кто знаком о ней, что они достаточно серьезно подходят к своему делу, и в принципе за ним не наблюдалось, как за некоторыми производителями других компаний китайских, что пишут одно, по факту другое, да. Ну вот, здесь, соответственно, у нас мы, как видим, 12,8 ампер-часа. Версия встроенного программного обеспечения BMS Plat, то есть 1.2.2. Поэтому так вот. Ну, по настройкам, как говорится, это все, что хотелось вам сказать по настройкам. Чтобы показать вам емкость аккумулятора, что емкость аккумулятора 12,8. Поэтому, друзья, спасибо вам большое, что вы с нами. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Вступайте, подписывайтесь на наш инстаграм. Сейчас там будет в инстаграм много обновлений интересных, новых. То есть будем добавлять. Всем спасибо за внимание, удачи и пока.